Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня мы с вами откроем и посмотрим на свежевыпущенную фигурку Валькирии YF21 из Macros Plus. К слову, этот представитель роботостроения является частью серии DX Chogokin, так что металла в нем целый вагон и маленькая тележка. Но за это пришлось заплатить, причем сделать это в буквальном смысле, так как цена в 38 500 йен за не слишком уж и большой самолетик очень кусается. Но перейдем к обзору и по традиции начнем с коробки, которая в этот раз компактностью, мягко говоря, не отличается. Не знаю, о чем там Bandai и Tamashii Nations думали, но с такими бандурами жизнь хобби-фанатов будет очень сложной. Да и знаете, дизайн упаковки тут тоже не особо интересный, просто фотофигурки в разных формах и не более. Что ж, в завершении по традиции глянем на стикеры качества и лицензии и перейдем к обзору содержимого. Внутри все разделено на 3 блистера. Итак, что же мы там имеем? А имеем мы подставку и кучу разных переходников к ней, 2 пары гамподов, суперпарт и спецэффекты пинпоинт барьера, заглушку на брюхо для скоростного режима, саму Валькирию в форме самолета, сменные кисти рук, заглушки для воздухозаборников и крепление для фолд-бустера. И знаете, за почти 40 000 йен могли бы и сам бустер добавить. Но что есть, то есть. Ах да, имеется еще инструкция, и поверьте, она вам реально пригодится, ибо процесс трансформации, мягко говоря, не очень прост. Что ж, пора вынимать наш крутой самолетик на свет видеоламп. И что я могу сказать? У меня просто нет слов. Если честно, смотря на его формы, очень сложно поверить, что данная машина может трансформироваться. И где нет ни малейшего намека на рудименты рук, ног или чего-то еще, что стало уже обычным для любой меняющей форму машины. Например, у VF1, VF25, YF19, если посмотреть на брюхо, сразу видны и ноги, и руки. У YF21 ничего подобного нет, и мы имеем ровный и аккуратный самолетик. Единственный же намек, который можно заметить, это слегка утолщенная хвостовая часть летательного аппарата. Во всем же остальном это просто самолет и не более. Ну и как полагается для серии DX Chogokin, шасси у него выдвигаются, крылья складываются, а кабина открывается, ну и так далее. Я думаю, тут достаточно просто показать все возможности, и вы сами все увидите. На подставку самолет тоже можно поставить, но данный девайс не очень полезен. Во-первых, самолет плохо на ней держится, а во-вторых, регулировать положение с ее помощью невозможно, а значит и нет возможности сделать крутые готовые позы в полете. Еще говоря о самолете, нельзя не отметить заглушку для скоростного режима. Вещь странная, но с ней вопросы не к Tamashii Nations, а к дизайнеру Валькирии. В общем, вынимаем брюхо с ногами, руками и прочими рудиментами и ставим эту тоненькую штучку. Красиво? Не очень. Интересно? Вообще нет. Так что верну все обратно и продолжу обзор. И тут мы перейдем к конфигурации Gearwalk. Скажу честно, я просто огромный фанат всех этих курочек на ножках. И если бы не ограничение в размере полок, то ставила бы всех Валькирий именно в виде Gearwalk. Но только не YF21. Куриный режим этого самолета просто ужасен, причем как с дизайнерской точки зрения, так и в плане баланса. С подвижностью, конечно же, проблем нет, и машине можно сделать любую позу. Но вот поставить ее в этой позе на ноги – это еще та задачка. Конечно же, подставка решает все эти проблемы, но знаете, если робот не стоит на своих двоих, это как-то неприятненько. Но перейдем к режиму Batroid. И вот тут наша фигурка показывает самые лучшие результаты, причем не только по сравнению с другими формами самой себя, но и по сравнению с другими валькириями.
Да что уж там, столь крутого меха еще поискать нужно. Вы только посмотрите на эти формы. Ноги и руки достаточно толстые, чтобы не казаться странными, а спина так вообще пик совершенства. Посудите сами, у YF-21 двигатели переходят не в ноги, а на спину и становится реактивным ранец. Мелочь, но очень приятная часть дизайна. Кстати говоря про дизайн, стоит отметить, что Кавамори при разработке машин для Macros Plus исходил из идеи роботов для людей из Zentredi. И если YF-19 был разработан для Исаму Дайсона, который по сюжету человек, то YF-21 для уменьшенного Zentredi Галда Баумана. И как результат, его машина имеет больше сходства с зентридианскими роботами, нежели с классическими валькириями. В частности, если приглядеться, то в форме Батроида спина, форма ног и рук, расположение двигателей и даже голова очень напоминают Квадун Рау. Для почти полного сходства не хватает только ракетных отсеков по бокам за плечами. В общем, мы получили реально неплохой самолет, который без каких-либо компромиссов дизайна почти идеально трансформируется в толстенький зентрейдевский мех. Ну что ж, думаю, пришло время поговорить про подвижность. И тут, как в режиме Герволка, проблем с позами нет, но опять же, как у Герволка есть проблемы с балансом, но обо всем по порядку. Шарниры везде жесткие, но при этом достаточно подвижные, так что в прочности и фиксации поз сомневаться не приходится. Зона подвижности также отличная почти у каждого сустава. Нет, на одно колено робот, конечно же, сесть не может, но это не столько ограничение сочленений, сколько особенности дизайна. Но зато при желании можно вытворить кучу позиций с ударами, как будто YF-21 пошел в рукопашную. Хотя, как было сказано в начале, у фигурки имеются некоторые проблемы с балансом, и особо крутые или агрессивные позы можно сделать только с использованием подставки. И это, наверное, самый главный недостаток, ибо подставка, мягко говоря, никакая. С задачей держать робота она, конечно, справляется, но делать это она может лишь в одном положении, так что даже если вы сделали крутую позу у Батроида, то совершенно не факт, что она будет точно так же смотреться на подставке. В общем и целом неоднозначно получилось. Что ж, мы уже на финишной прямой, и осталось лишь посмотреть на приложение Super Parts. Они, конечно же, не такие уж и крутые, как у YF-21, но приятно, что Bandai решил вложить их сразу же. Все-таки основная идея этих добавочных элементов в том, чтобы крепить ганподы, потому что если судить по инструкции, без них прикрепить пушки на самолет не представляется возможным. Но так или иначе, после добавления этих частей ни одна из конфигураций особо сильно не изменилась, разве что самолет стал чуток толще. Но я думаю, тут уже слова излишни, так что просто покажу, что в итоге получилось, и плавно перейду к завершению обзора. Итак, фигурка DX Chugokin YF-21 получилась очень неоднозначной. С одной стороны, это первая адекватная версия данной машины со времен Ямато, да и использование дорогостоящих материалов и покраски также делают свое дело, превращая простую фигурку в элитную. Но с другой стороны, огромная цена и отсутствие бустера в комплекте очень сильно огорчают. Это учитывая, что крепление и относительно ненужное днище для скоростного режима Tamashii Nations все же вложили. Также сильно мешает положительным впечатлениям размер коробки и цена. Но в итоге все эти минусы нивелируются простыми двумя моментами. Просто нереально крутой формой Батроида. И тем фактом, что фанаты больше 10 лет ждали именно этого меха. На этом наш обзор подошел к концу. Всем пока, ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.